Всем привет, друзья, с вами канал Supreme Show. Змеи, существа, которые тысячи лет пугают людей, пугают своей скрытностью, неожиданностью, агрессией и оружием, которое способно убить за считанные мгновения. Сегодня поговорим об одном из самых ярких представителей этих ползучих и опасных существ. Долго затягивать не будем, а теперь поехали. Королевская кобра. Обычно эта змейка входит в различные топы самых опасных змей в мире, где она занимает то 3-е место, то 5-е место, или просто входит в десятку. Но если сравнивать размеры этих самых ядовитых ползучих, то кобра здесь вне конкуренции. Змея входит в семейство аспидов и считается самой крупной среди всех ядовитых змей. Иногда некоторые особи могут достигать в длину более 5,5 метров, но чаще средняя длина составляет 3 или 4 метра. Кобра довольно массивная, и при длине в 5 метров вес может достигать 10 килограмм. Яд – главное оружие многих змей. Благодаря ему они являются успешными охотниками. Как мы помним, яд кобры не самый ядовитый, но его достаточно, чтобы убить 20 взрослых человек, и это только один укус, то есть одно выделение. Но змея довольно умная и расчетливая. Кобра может укусить, при этом не вводя яда. Обычно это происходит, если змея защищается, а противник намного крупнее ее самой. Тем самым она пытается отпугнуть неприятеля. После попадания яда в организм человека есть не более 15 минут, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь. Самая большая королевская кобра была поймана в 1937 году. Змею поместили в зоопарк в Лондоне. Длина ползучего монстра была 5 метров и 71 сантиметр. Ученые и герпетологи делят королевских кобр на две группы. Континентальная или китайская, где змея имеет широкие полосы и ровный узор по всему корпусу, и островные или индийские, здесь змея обычно однотонного цвета с красноватыми пятнами на горле и со светлыми поперечными полосами. Место обитания. Королевская кобра достаточно распространенный вид и имеет широкий ареал обитания. Змейка обосновалась в Индии, Пакистане, Вьетнаме, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Сингапуре и на юге Китая. Ученые проводили интересные исследования, где отслеживали перемещение королевских кобр при помощи радиоуправляемых маячков и выяснили, что некоторые особи всегда живут на одном определенном участке, при этом другие наоборот постоянно кочевали и искали новые территории, находящиеся за десятки километров от мест, где они появились на свет. Рацион питания у королевской змейки довольно необычный, ведь ест она практически только змей других видов, а иногда и себе подобных. Помимо змей в пищу также годятся вараны, лягушки, грызуны и пернатые.
Мы не будем разделять обычных кобр от королевских и посмотрим на этих ползучих в деле. В первом ролике кобра решила перекусить цыплятами. Сам ролик больше похож на постановочный, и возможно змею специально подбросили курицы. Защищая свое потомство, смелая курица бесстрашно бросалась на опасную змею, пытаясь прогнать неприятеля. Вот та самая охота кобры на другую змею, а именно на питона. Кобра выследила и атаковала питона. Питон слишком малых размеров, но при этом пытался обернуться вокруг своего противника. Но каждая попытка была неудачной, а вот у кобры наоборот все получалось, и она постоянно кусала и пыталась обезвредить свой обед. Концовка видео не очень понятна. Питону удалось проскользнуть мимо кобры, а кобра уползла в противоположном направлении. Еще кадры, когда кобра проглатывает уже мертвую змею. Автор канала специально подготавливает других змей, чтобы кормить ими предателя змей, как часто называют королевскую кобру. Довольно агрессивная и активная схватка двух кобр, где одна из них королевская. Второй коброй оказалась плюющая кобра. Королевская намного больше, сильнее и более ядовитая. Плюс для нее поедать других змей – обычное дело. Гигантская кобра против желтого мангуста. Кобра забилась в угол и пыталась избежать столкновения, но настырный зверек решил проверить свои силы. Тогда кобра расправила капюшон и начала наносить удары, пытаясь укусить. Хоть змея и молниеносно бросается, но ловкость мангуста позволяет ему уходить от всех атак. А здесь змея решила напасть на варана. Варан довольно крупный и сильный, но противостоять ползучему не смог. Мы с вами говорили о том, что змея не всегда использует яд, но это явно не тот случай. Видно, что у варана уже не осталось сил. Ролик, к сожалению, обрывается, и неизвестно, чем закончилось это противостояние. Атакуя и поедая свою добычу, королевская кобра делает укусы и пытается добраться до головы змеи. После того, как схватилась за голову или возле шеи, жертва обречена. Кобра медленно и постепенно, шаг за шагом или сантиметр за сантиметром проталкивает свой обед себе в желудок, который имеет свойство растягиваться. А мы смотрим следующее видео. И на этот раз наш ползучий герой решил перекусить очередным вараном. В этот раз варан меньше, и спастись у него шансов тоже меньше. Даже если бы змея не использовала яд, варан был бы обречен. Интересен момент, когда поедатель змей уже приступал к приему пищи, как вдруг варан решил, что пора бежать, но было уже поздно. Кобра с легкостью расправилась с жертвой и утолила голод. Смотрим пару последних кадров с кобрами. Ролики очень старые и плохого качества. В первом из них на кобру напал орел. Хоть змея очень опасна, но противостоять мощному острому клюву орла очень сложно. Да и яд тут не особо поможет. Все укусы, которые делает змея, приходятся прямо в перья орла, не нанося ему вред. Птица спокойно расправляется с коброй с помощью мощных лап и сильного клюва.
А здесь кобра встретилась с малышами леопарда, которые заигрывали с ней, не подозревая, что могут умереть. Ведь королевская кобра может убить слона всего за один укус. Гибель слона при этом наступает в течение 3 часов. В случае с человеком смерть наступает в течение 15 минут. Не знаю, удалось ли змее нанести смертельные укусы крупным кошкам, но в конце ролика леопарды все же оставили змею, потеряв к ней интерес. А на этом все, друзья. Если вам понравился выпуск, поделитесь им со своими друзьями, жмите палец вверх и подписывайтесь на канал. Ниже в описании оставлю ссылки на предыдущие ролики. Если еще не видели их, переходите по ссылкам. А я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч.